Итак, мы доказали теорему Лагранжа. Очень важную теорему, которую мы будем часто использовать. Формула для этой теоремы, значит, f от b минус f от a есть f' от xi b минус a, где xi принадлежит интервалу от b. Мы не знаем, что это за точка, но мы знаем, что хотя бы одна такая точка есть. Условие f непрерывно на сегменте и f дифференцировано на интервале. Давайте рассмотрим несколько следствий из этой теоремы. Первое следствие такое. Если функция f непрерывна на сегменте AB, дифференцируема на интервале AB, и для любого x из интервала ее производная равна нулю, то это значит, что функция является константой на сегменте AB. Является постоянной. Вот в обратную сторону мы легко этот факт можем установить без всякой теоремы Лагранжа. Мы, собственно, его знаем. Это был первый пример нахождения производной. Да, производная постоянной функции. Производная константа — это 0. А вот это следствие, оно показывает, что и обратное утверждение справедливо. Если производная равна нулю, то обязательно наша функция будет константой. Доказательство. Рассмотрим произвольные различные точки, на сегменте AB. Ну, для определенности пусть x1 будет меньше, чем x2. Если функция непрерывна на всем сегменте AB, если она дифференцируема на интервале AB, то это же справедливо и для меньшего отрезка. Вот у нас AB, вот у нас x1, x2. Если теорема справедлива для AB, то она справедлива для x1, x2. Значит, применим теорему Лагранжа для отрезка x1, x2. Имеем право. Согласно этой теореме, мы получаем f от x2 минус f от x1 равняется f' от xi на x2 минус x1 для некоторого xi, какого-то xi, принадлежащего интервалу x1, x2. Но по условию производная равна нулю, и мы получаем, что f от x2 равняется f от x1. А как мы выбирали x2 и x1? Совершенно произвольным образом из сегмента AB. Так что мы доказали, что любые две точки, взятые на сегменте, переводятся функция в одно и то же значение. Это и есть та самая константа, о которой шла речь в теореме. Значит, взяли две произвольные точки, рассмотрели функцию на данном сегменте, все условия теоремы Лагранжа выполнены,
Применяем ее, получаем такое соотношение. Видим, что правая часть равняется нулю, левая часть тоже равняется нулю, значит f от x2 равняется f от x1. x1 и x2 произвольные точки. Доказали. Второе следствие. А теперь предположим, что f' от x больше или равняется нулю. Я специально это стирать не стану. Нам это все пригодится практически. Что тогда можно утверждать про функцию f? Если производная на всем интервале является неотрицательной. Что можно сказать о функции? А? Неубывающая. Неубывающая на сегменте AB. Так что для того, чтобы проверить монотонность, достаточно проанализировать знак производной. Мы к этому еще вернемся, но вот вытекает это из теоремы Лагранжа. Смотрите, вот схема доказательства та же самая. Берем две произвольные точки. И опять считаем, что x1 меньше, чем x2. Применяем теорему Лагранжа для сегмента x1 и x2. И теперь единственное, что у нас будет другое, то, что эта производная больше или равна нуля. x2 минус x1 строго больше нуля, потому что x2 лежит правее, чем x1. Значит, вся эта правая часть больше нуля. Или равна нулю, в принципе. Вот так. И значит, f от x2 больше или равно f от x1. Для любых точек x1 и x2 из нашего сегмента. Это в точности определение неубывающей функции. Если производная не отрицательная, то функция неубывающая. Ну, геометрическая интерпретация, да? Скорость положительная. Значит, мы куда-то едем. Ясно, что если будет меньше или равно нуля, то функция будет невозрастающей. Совершенно очевидно. А если производная строго больше нуля или строго меньше нуля, тогда функция будет строго монотонной. Вот скажем, если строго больше нуля, то f будет возрастающей. Просто-напросто в этом случае у нас правая часть будет строго больше нуля, и мы получим определение возрастающих. Это было второе следствие. Да? Собственно говоря, тут мы целых 4 факта отметили. Да? Все варианты монотонности можно связать со значением производных. Ну и третье следствие. Предположим, опять, что функция непрерывна на АВ, дифференцируема на интервале АВ, f' от x не равна нулю на интервале, и f' непрерывна на интервале. Непрерывно на интервале.
Зачем нас не устраивает верхнее условие непрерывности, и зачем мы его пишем снизу? Для производной или для Сейчас подумаем, чем не устраивает. Ну, во-первых, вверху у нас для обычной функции, а внизу для производной. Отсюда не следует ничего. Да? Если функция дифференцируема, не значит, что производная непрерывна. А зачем нам это нужно? Зачем нам это нужно? Ну, я давайте заканчивать формулировку не буду. Я просто сразу буду рассуждать, и по ходу рассуждения будем получать все факты, которые, собственно, будут означать это третье свойство. Значит, первое. Что означает, что производная не равна нулю и вдобавок функция непрерывна? Это означает, что f' от x сохраняет знак в интервале AB. Не может быть так, что в одной точке она больше нуля, а в другой она будет сразу меньше нуля. Да? В силу непрерывности. В силу непрерывности. Если она сохраняет знак, то значит либо f' от x больше нуля, либо f' от x меньше. В любом из этих случаев исходная функция является строго монотонной. Следовательно, f от x строго монотонная. Значит, если ее рассмотреть на сегменте АБ, действующий в образ сегмента АБ, данная функция является биективной. Значит, она имеет обратную. Она имеет обратную. Обратная функция по уже доказанной теореме является тоже непрерывной. И значит, у нас выполнены все условия теоремы об обратной функции, из которой следует, что обратная функция не просто непрерывна, а является дифференцируемой. Обратите внимание, условие не равно нулю. И значит, для любого x из интервала справедлива формула f минус 1 штрих от y, ну, для любого x из интервала, если мы обозначим y равняется f от x, справедлива формула производная обратной функции в точке y есть единичка, деленная на производную исходной функции в точке x. Вот все выводы, которые можно сделать из того факта, что наша функция дифференцируема на интервале и ее производная непрерывная нигде не обращается.
Еще раз. Почему функция будет сохранять знак? Если на секунду предположить, что в каких-то двух точках нашего интервала функция принимает значения разных знаков, то по теореме о промежуточном значении, если рассмотреть как раз сегмент с концами вот в этих точках, по теореме о промежуточном значении мы сразу получим, что между этими точками найдется хотя бы одна, в которой функция равняется нулю. Речь идет о производной. Да? Значит, если в каких-то двух точках наша функция f' принимает значения разных знаков, то в силу того, что она непрерывна между этими точками, она должна где-то между этими точками находиться одной. Такого быть не может. Ну вот. Вот это третье следствие. В нем мы использовали все ранее доказанные теоремы об обратных функциях. И то, что они существуют, и то, что они непрерывны, и то, что они дифференцируемы, да? Все вытекает из этих вот простых условий. Да. Можно спросить, а мы отдельно потом рассмотрели функцию f на об обратной функции, можно еще раз? Про что? Про обратную функцию. То, что обратная функция существует. Да. Откуда она существует? Откуда это следует? Из того, что f строго монотонна. То, что функция строго монотонна, вытекает из того, что ее производная сохраняет знак. Да? Если обратная функция есть, и функция f непрерывна на сегменте, то обратная функция тоже непрерывна на соответствующем сегменте. Более того, если исходная функция дифференцируема и не обращается в ноль, то обратная функция тоже дифференцируема, и значения производных в точке x и y, если они связаны таким соотношением, значения производной связаны вот таким соотношением. Ну вот, это третье следствие из теоремы Лагранжа. Теперь мы докажем теорему, которая является обобщением теоремы Лагранжа, теорема Коши о конечных превращениях. У Коши много теорем, значит, эту теорему называют теоремой Коши о конечных превращениях. В отличие от теоремы Лагранжа, в ней идет речь о двух функциях, которые определены на одном и том же сегменте, обладают похожими свойствами. Значит, я эти функции обозначу x и y, а аргумент тогда обозначу буквой t. Так вот, что об этих функциях известно? Они непрерывны на сегменте. Ну и чтобы подчеркнуть, что это у нас не x, а t, я еще и сегмент обозначу греческими буквами альфа и бета. Непрерывны на альфа-бета сегменте, дифференцируемы на интервале альфа-бета. Ну, в теореме Лагранжа ничего больше не требовалось. Тут я еще одну вещь потребовал, что x' от t не равняется нулю для любого t из интервала альфа-бета. Насчет y я ничего не требую. Значит, производная x не равняется нулю. Тогда найдется такая точка тау, тоже хорошая греческая буква, из интервала альфа-бета, что y от бета минус y от альфа, деленное на x от бета,
минус x от альфа равняется y штрих от тау поделить на x штрих от тау. Почему называется теорема о конечных превращениях? Потому что слева мы как раз записываем конечные превращения двух функций. И оказывается, что отношение этих превращений может быть представлено в виде отношения производных в одной и той же точке, некоторые точки этого интервала. Почему это обобщение теоремы Лагранжа? Ну, смотрите, теорему Лагранжа я могу записать в виде f от b минус f от a, деленное на b минус a, равняется f штрих от xi, деленное на единичку. Вот, в качестве вот этого x я могу просто взять функцию, вот именно x, да? Линейную функцию. Какая-то функция, правда тут уже буква такая не очень удобная. Скажем, какая-то функция φ от x равняется x. Тогда, если я напишу φ от b минус φ от a, я получу просто b минус a. А производная этой функции чему равна? По x. Единице. Вот тут и единица и будет. И мы получим в точности вот эту формулу для частного случая, когда x, ну, собственно говоря, если x от t равняется t, вот так еще можно, с другой стороны, если x взять равным t, то мы как раз получим для y формулу из теоремы Лагранжа. Бета минус альфа, а тут единичка. Вот так. Возникает вопрос, почему мы специально не оговариваем, что x от бета не равняется x от альфа? Если они равны, то этот дробь не имеет смысла. Потому что, оказывается, нам достаточно вот этого условия. Да? Потому что как раз по теореме Лагранжа, которую мы доказали, по теореме Лагранжа, это можно как замечание отметить, или даже сказать, начало доказательства, ну как хотите. Значит, почему эта формула корректна, даже если не требовать, что x от бета не равняется x от альфа? Потому что если мы используем для x теорему Лагранжа, мы получим, что это будет равно производная в некоторой точке на интервале, умноженная на b минус a. b минус a не равно нулю, а производная тоже не равна нулю по условию. Значит, эта разность тоже не равна нулю. Эта разность не равна нулю. Ну а теперь, собственно, основная часть доказательства. Давайте вспомним, как мы доказывали теорему Лагранжа. Да? Основная была идея введения в рассмотрение вспомогательной функции. Давайте, я даже напишу f от x. Как мы ее определяем? f исходная минус. Как вычислитель легко запомнить. Вот если вы в этой формуле справа оставите только производную, а перенесете b минус a сюда, то вот как раз здесь и должен быть, здесь и должна быть вот эта левая часть формулы из теоремы Лагранжа. f от b минус f от a поделить на b минус a. Ну а тут вот только надо запомнить, что будет линейная функция x минус a. И мы легко получили, что на концах эта функция принимает одинаковые значения, применили теорему Ролля и получили, что ее производная равняется нулю, а производная, равная нулю, как раз и превращается в эту формулу. Та же самая идея здесь. Та же самая идея. Вот
давайте введем вспомогательную функцию f от t. Вот. Можете вы мне предложить, как здесь функцию взять? По аналогии. Мы же аналогию уже увидели, да? Исходная формула превращается в формулу теоремы Лагранжа, если x является Если x константой. x, Ну вот, x от t делить на y. почему x? Здесь мы с чего начинаем? С функцией. Ну, С того, что стоит вверху. Тут нету f. x. Y. Y. Y от t. Минус. Что я потом сказал? Y от Что вот как раз то, что стоит в левой части, не считая производных, то, что именно в левой стоит, не производных, вот тут и будет. Как и здесь, да? Вы просто вместо b минус a используете какую-то функцию, не обязательно линейную, да? Не обязательно функцию φ от x равняется x. Значит, y от бета минус y от альфа поделить на x от бета минус x от альфа. А тут что написать? x штрих от там. Штрих только рановато, я считаю. Тут же мы никакие штрихи не писали. И тау никакого у нас тут и не было и близко, правда? Да. Пока еще. Мы функцию определяем. Так что писать? Подписать? Ну, по аналогии, да? По аналогии. Тут X от здесь t. b было у нас? Хоть где-то в этой части b вот тут было? Так что он тут появится? t минус Кто? x X от t минус x от альфа. Вот. Вот это в точности, видите, обобщение вот этой формулы. Если у нас x берется вот какая-то произвольная функция, не обязательно просто x от t равняется t. Ну все. Вот когда мы это сделали, уже теперь осталось пара пустяков. Чему равняется значение f большое в точке, ну давайте с альфа начнем. Получается x от альфа минус x от альфа. 0. Остается y от альфа. Правильно? Чему равняется в точке бета? В точке бета x от бета минус x от альфа поделить на x от бета минус x от альфа. Сокращается. Что остается? Y от бета минус y от бета плюс y от альфа. Y от альфа. Значит, по теореме Ройля, ну, разумеется, эта функция непрерывна, на сегменте дифференцируема на интервале, потому что она является линейной комбинацией таких же функций. Да, это просто число. Причем число, имеющее смысл, знаменатель не равняется нулю. Значит, по теореме Ройля найдется такое тау из интервала b, что f' от тау будет равно нулю. Вот. Ну давайте я прямо тут производную посчитаю. Значит, производная в точке тау. Это будет производная y в точке тау. Это вообще константа. Тут не почему дифференцировать. Да? Если продифференцировать x по t, мы получим производную x по t. А это тоже же константа. Правильно? Константа. При дифференцировании она уйдет. Значит, я просто ее сотру. И это равняется 0. Ну, собственно, и все. Теперь мы эту часть перебрасываем вправо, x' перебрасываем вниз, влево, и получаем только в другом порядке записанную формулу, которую не доказали. Правильно? Извините, а существует тау, принадлежащая альфа? Альфа-бета, конечно, альфа-бета.
вот эту теорему мы, я надеюсь, уже сегодня используем для очень важной формулы. Можно вопрос? Да. А вот если вот так мы с тобой доказывать сначала теорему Каши в максимуме, да, а потом уже в частности такие Ну, квадраты. видите, Там вот со знаменателем как бы. вот со знаменателем. Да. Ну как, вот, по-моему, гораздо проще вначале доказать теорему Лагранжа, да, а потом уже это использовать для доказательства теоремы Каши. Так, на этом мы основные теоремы дифференциального исчисления закончили рассматривать. И следующий раздел называется формула Тейлора. Формула Тейлора. Это тот Тейлор, который был учеником Ньютона. Ну, что-то он действительно, наверное, сделал для того, чтобы эту формулу получить, хотя там активно используется именно дифференциальное исчисление, которое вроде бы Ньютон разработал. Ну вот, решили как-то почтить учителя Ньютона тоже. Вначале мы рассмотрим формулу Тейлора для многочленов. Это простейший случай. Значит, первый пункт – формула Тейлора для многочленов. Да, ну вот формула Лагранжа нам не будет нужна, а формула из теоремы Каши нам будет нужна. Давайте, ну правда, она будет не скоро нужна, ладно, когда будет нужна, я еще раз ее запишу. Так. Выведем вначале формулу Тейлора для многочлена. Многочлен этой степени запишем так. Ну, собственно, А0 плюс А1х плюс и так далее. Ну, давайте еще одно слагаемое. А2х квадрат плюс и так далее плюс АНХ. Я еще выберу некоторую точку x0. Из курса алгебры вы или уже знаете, или скоро узнаете, что любой многочлен можно разложить по степеням x минус x0. Не только вот по степеням x просто. Есть стандартный алгоритм. Нас он не интересует, мы просто используем тот факт, что это сделать можно. То есть тот же самый многочлен Pn(x) мы можем представить еще в таком же виде. C0 плюс C1 x минус x0 плюс C2 x минус x0 в квадрате, как раз плюс и так далее, плюс Cn x минус x0 в степени n. Это можно сделать, используя схему Горнера, например. Но вы еще многочлены, по-моему, не проходили на алгебре, да? Начали. Как раз начали. Ну вот, значит, скоро это узнаете. Мы хотим вывести формулы для коэффициентов c, используя операцию дифференцирования многочлена. Ну вот, чтобы найти c0, вообще даже дифференцировать не нужно, правда? Как можно найти c0? Взять и подставить в качестве x x0. Тогда это будет 0, это будет 0, все будет 0, кроме c0. Значит, c0 это просто Pn точки x0. А вот теперь, чтобы найти c1, возникает такая идея. Давайте продифференцируем наш многочлен. Pn' от x, я пока не буду подставлять
x0. c0 пропадет, потому что это константа. Вот это выражение превратится в c1 без всяких иксов. А у остальных появятся просто сомножители. 2c2 x минус x0 уже в первой степени, плюс 3c 3 x минус x0 в квадрате, плюс и так далее, плюс n cn x минус x0 в степени n минус 1. Благодаря этому дифференцированию мы, видите, вытащили c1 в виде свободного члена. И если я теперь подставлю в эту производную x0, то все последующие разности пропадут, и останется как раз c1. В другом порядке запишу. c1 равняется p' от x. Так. А если еще раз продифференцирую теперь уже вот этот многочлен, то есть найду вторую производную, c1 пропадет, останется c2 с коэффициентом двойка. Здесь будет тройка уже умножена на двойку, обратите внимание. Ну и тут тоже будет два сомножителя. Когда я после этого подставлю в качестве x x0, я получу, что производная равняется 2c2. Значит, c2 будет равняться p2 штриха пополам. А c3? А c3, вот помните, что было при c3? При c3 коэффициент был уже к этому времени 6. И уже была первая степень. Я лучше не 6 напишу, я лучше напишу 3 факториал, потому что это будет более наглядно и более соответствует как раз таки действительности. Да? Именно 3 факториала. Значит, c3 будет равно третьей производной в точке x0 поделить на 3 факториал. И так далее. И так далее. Когда я продифференцирую наш многочлен n раз, видите, что здесь будет? Здесь будет n, n-1, n-2, n-3 до единицы, но x минус x0 пропадет в конце концов. И мы получим, что cn есть n-тая производная нашего многочлена поделить на n факториал. На самом деле здесь тоже можно было написать факториалы, от этого ничего не изменилось. 2 факториала это 2. 1 факториал это 1. И даже 0 факториал это 1, как вы помните. Мы так предполагаем, да, что 0 факториал это 1. Благодаря вот этому предположению мы можем эту формулу единообразно записать. Единообразная запись получается такая. С катая есть производная катового порядка в точке x0 поделить на k факториал. K равняется 0, 1 и так далее до 1. И значит, мы можем представить наш многочлен. Вот если в это представление звездочка подставить формулу для c и записать, используя операцию суммирования для краткости, мы можем получить вот такую формулу. Сумма k от 0 до n, p катая производная в точке x0, поделить на k факториал, x минус x0 в степени k. Это и есть формула Тейлора для многочлена. Формула Тейлора для многочлена. Значит, если мы хотим разложить многочлен по степеням x минус x0,
то в качестве коэффициента мы должны взять значение производной нашего многочлена, всех производных, которые не равны нулю, да? Вот в точке x0, в той точке, которая как раз определяет, где мы строим разложение. Из этой формулы, кстати, можно сразу получить формулу бинома Ньютона. Нам она не так уж нужна, но просто как иллюстрация. Как иллюстрация. Еще у нас есть? Ну, может, успеем. Вот давайте рассмотрим многочлен вида x плюс b в степени n. Мы же можем многочлен записывать как угодно. Вот я хочу его записать в таком виде. X плюс b в степени n. Вот. А в качестве x0 возьмем 0. Мы же можем любую точку взять. Кстати, если в качестве x0 выбирается 0, то аналогичная формула еще называется формулой Макларена. Значит, формула Тейлора это в общем случае. А если x0 равняется нулю, то это называется формула Макларена. Хотя, конечно, если ее назвать формулой Тейлора, тоже ничего страшного нет. В частный случай формулы Тейлора. Так. Вот я хочу вывести формулу Макларена для такого многочлена. Для этого я должен посчитать производные вот этого многочлена. В точке 0. Ну давайте смотреть. Первая производная это n x плюс b в степени n минус 1. Значит, в точке 0 это будет n на b в степени n минус 1. Ну, собственно, я не буду для каждого случая это записывать. Давайте мы общий случай распишем, а потом посмотрим, как его можно преобразовать. P вторая производная. n на n минус 1, x плюс b в степени n минус 2. Давайте сразу кату производную посчитаем. Ката. Это будет n на n минус 1 и так далее. Какой будет последний somножитель? n минус k плюс 1. Согласны? На x плюс b в степени, а вот тут будет n минус k. В нуле Pn ката в нуле. Давайте я еще это немножко... Не хочу описать многоточие. Если я умножу и разделю на те сомножители, которых не хватает, чтобы получить факториал. Что это за сомножители? n минус k, n минус k минус 1 и так далее до единички. Согласны? n минус k минус 1, минус 2 и так далее до единицы. Что это, кстати, такое? Это просто n минус k факториал. Так вот, если я и умножу, и разделю, то я вверху получу просто n факториал. Внизу получу n минус k факториал. Ну, а тут у меня x пропадет. И получится b в степени n минус k. Вот это катая производная моего многочлена в нуле. И если я теперь воспользуюсь формулой Тейлора, я получу сумма k от нуля до n. Вместо производной я вот это написать должен.
n факториал поделить на n минус k факториал. Про k факториал не забудем, которая тоже придет вниз. Про b минус k не забудем. Да? И останется вот эта разность. Но x0 там у нас равняется нулю. Поэтому разность превратится просто в x в степени k. Вот я получил формулу Тейлора для такого многочлена. И мы замечаем, что это есть не что иное, как c из n по k. Число сочетаний. И если мы хотим получить формулу бинома Ньютона в таком каноническом виде, мы давайте вот обозначим x в качестве x возьмем a. Ну, чтобы было a плюс b. И получается, что слева у нас будет a плюс b в степени n, а справа будет сумма k от 0 до n, c из n по k, a в степени k, b в степени n минус k. Это вот в точности формула бинома Ньютона. И мы ее вывели, используя формулу Тейлора для специально подобранного многочлена. Так, ну, теперь надо отдохнуть.